пубертат увидел мир. Ты ж помнишь, ты мне деньги должен за телефон, что у меня мусора забрали. Пацаки, всем привет! У нас сегодня необычное видео. Мы, в принципе, изначально и не хотели его снимать, но люди очень сильно интересовались, и мы поняли, что надо. Дело в том, что я приобрел новый автомобиль. Mitsubishi Lancer мой, до побачення, все, я его продал, пересел полностью на новые колеса, но я как-то не хотел сильно на этом акцентировать внимание, как сейчас делают блогеры, купил Lamborghini, все вот эти дела, вот это понты, ни в коем случае, чтобы не было, но люди начали проявлять очень сильный интерес, говорят, а ты шо, говорит, шифруешься, ты скрываешься, и мы поняли, что раз общественность интересуется, нужно по-любому освещать. Друзья, я как-то Диме задал вопрос, говорю, а может вот это вот не надо говорить, говорит, послушай, говорит, раз, говорит, назвал синями, то полезай в кузова, говорит. Поэтому, говорит, ты достояние общественности, говорит, и теперь все на показание, говорит, должно быть, говорит, на показательную, говорит. Так что, говорит, купил, говорит, показывай, говорит, все, говорит. Ну и купил вот Дмитрий новую машину, сейчас будет меня катать. Я, конечно же, куда хочу? В болото, в лес, 2 пенька сбить и хотя бы маленькую подземочку посмотреть на нее. Маленькую посмотрим. Чуть-чуть обзор сегодня сделаем на новую тачку, как бы, ну, чтобы вы тоже порадовались. Кто завидует, так тому флаг в руки, а мы хотим за тех, чтобы за нас порадовались. Поэтому, пацаки, все, душа на распашку, шиворот на выворот, все достаем, милости просим. Вот новый автомобиль, пожалуйста. Toyota Land Cruiser Prado. Пацаки, что нужно сказать, что я в машинах нулина, практически полная. Я в тачках тупо блондинка, я вообще ничего не понимаю. Мне машину помогали выбирать чуваки более раздупленные. Кстати, Сусанину мы когда машину покупали, мы ждали 6 месяцев. Сейчас очень сильная нехватка этих полупроводников на рынке и дефицит на новые машины. Эту машину я ждал где-то 4-5 месяцев. И что круто, что черные диски, черные фары. И в принципе все. Таких машин, ну, на самом деле в городе куча. Ты стоишь на перекрестке и ты видишь, что справа от тебя такая же и слева от тебя такая же. Я так что знаю поверхностно, могу вам рассказать. Спереди вот здесь под значком это радар. Серьезно? Там внутри куча электроники. Тут, короче, среди прочего, что самое ценное, машина сама останавливается, если препятствие какое-то впереди. И у меня она один раз уже очень четко остановилась. Не скажу, что прямо оно меня от ДТП спасло. Ну, я там что-то отвлекся, и она тупо остановилась, бо додик впереди меня тоже стал непонятно по какой причине. Есть задняя камера для парковки, но при задней парковке, при наличии камеры, я паркуюсь гораздо круче, чем на Лансере я это делал на глаз. Надо всего лишь там $300 стоит еще переднюю камеру поставить. Опа. Люди говорят, что это чуть ли не единственная машина, в которую детская коляска влазит целиком. Это и если вот, еще и сиденье сложить заднее, вообще капец. Да, вот мы сейчас, например, 2 лодки тащим. А, тут что? Ну, это, блин, набор инструментов, чтобы запаску одеть. В принципе, я ни разу в жизни этого не делал, надеюсь, мне пригодится. Ну, типа, есть, и окей, спасибо. Что прикольно, есть розетка на 220, и можно в поездке, в путешествии заряжаться полностью, что надо. Капот я даже открывать не буду, потому что я ничего в машинах вообще не понимаю, честно. Я открою капот, ну, я знаю, где аккумулятор, ну, и мотор, типа, понятно. Все остальное я ничего вообще не понимаю. Получается, на Лансере я отъездил ровно 5 лет. Я Лансер купил 25 ноября 2016 года. Я запомнил, потому что в этот день был концерт группы Грот в Киеве. И я утром купил Лансер, вечером поехал на концерт группы Грот на троллейбусе. Потому что водить я тогда еще не умел. И, кстати, группе Грот через буквально неделю запретили въезд в Украину после этого. Опа. И я хотел именно эту машину года 3, наверное. Я уже четко понял, что я хочу именно ее. Я не хотел пересаживаться с Лансера, ну, по чуть-чуть не хотел шагать. Я именно, ну, до последнего на нем ездил, потому что хотел взять именно, ну, вот, ну, крутой вариант, чтобы я кайфовал максимально. Пацаки, кто помнит видео, когда мы снимали у нас в квартирах, кто обратил внимание, у меня висела распечатка с салона именно вот этой машины. Визуализация. Ну, типа визуализации, как бы и да, и нет. Ну, да. Да, друзья, самое главное, и господин Дмитрий, прокатаете сегодня в подземелье или нет меня? Естественно. Естественно, все, Дмитрий, я вас поздравляю с приобретением новой тачки, с новой машиной вас. А теперь везите меня в подземелье, пожалуйста.
Так, друзья, с нами Полинва. Здравствуйте, друзья! Сегодня я с вами, меня зовут Полина. Я, конечно, тоже очень поздравляю Диму, я очень рада, счастлива, что он наконец-то ее себе купил, он очень давно ее хотел. Ездили на тест-драйв, прям выбирал он ее долго, очень кропотливо, узнавал, что там, как там, и все по итогу случилось, свершилось, он вот шел и пришел. Вот. Я вообще очень рада, что пацаны себе понакупали классные тачки, это очень Ты следующая? Я следующая, но я пока что не знаю, какую я хочу машину. Я села на Прадо и поняла, что просто лучше машины нет. Хочешь Прадо себе? Она же здоровенная Прадо, для тебя, не? она идеальная. Это просто идеальная машина вот для меня. Она комфортная, удобная, красивая, мощная. Она как будто сама плывет, она сама Да. едет просто. Ты так- В общем, я- взяли лодки, поплывем в подземелье на машине. Шо круто, запуск с кнопки. Это невероятное удобство. Рум. Машина дизельная. В принципе, все говорят, что это супер классно, супер надежно. Смотрите, я накатал всего лишь 900 километров. У меня не... Вот, скажу вам сразу и честно, у меня нету такого прямо священного трепета, что это машина, что ее нужно целовать. Так. Я прекрасно понимаю, что это боевой рабочий аппарат, который должен работать и должен выполнять свои функции. Какого-то супер благоговейного трепета у меня нет. Я вам, кстати, что хочу сказать, такое наблюдение. Я когда купил Лансер в 2016 году, я приезжал куда-то в центр, я стеснялся с него выходить. Если я подходил к своей машине, я думал, что посторонние люди смотрят на меня и думают, что я чей-то водитель. То То есть самое. у меня был какой-то комплекс по этому поводу. Это с Лансером. И я долгое время к нему привыкал. Лансер была моя первая машина. Хочу сказать, что я 3 года именно эту машину хотел. И в принципе, в 30 лет я купил машину своей мечты. Ничего более крутого на данный момент я не могу назвать для себя. Поливать здесь и поливать там. Не забывай, кто ты, смотри по сторонам. Одна дорога и 2 пути, и ты сам не туда свернул. Никого, кроме себя самого, не вини. Я тебе скажу так, что так же самое, как и в моей, я спереди, когда еду, то я как бы ништяк, как бог, но сзади это капец. Телепаясь. Зубы посчитать можно. К хорошему привыкаешь быстро. Вот даже ты скажи, Сань, по своим ощущениям, как долго ты привыкал к Сузуки и в какой момент она уже стала родная и Ну, понятная. месяца через 2, наверное. Классная машина, это как крутые беговые кроссовки. Летом одел и полетел. Ты реально за рулем отдыхаешь. И очень сильно чувствуется, конечно, отношение людей. Эту тачку вообще все пропускают, все уступают, все останавливаются. Это на самом деле... Аккуратно стоп справа. Не вижу. На самом деле это такая хуйня, знаешь, это считают, что типа, чем богаче машина, люди боятся. Ну, и конечно. вообще, если едет какой-то Бентли, вообще там весь ряд останавливается, пропуск. Но это, к сожалению, советских людей. Прерогатива такая. Трепетать и снимать шляпу перед высшим по званию. Так есть. Хотя, может, в Запорожце человек гораздо более достойный едет, чем, Да не, ну в Запорожье же не будет достойный человек ехать. чем в том же гелике. А чем мы сюда? К котам заедем. Пацаны, у нас тут в Чигирях есть точка с котами, где живет стадо из 30 котов. Уже в течение многих лет мы их подогреваем. Сейчас мы вас познакомим, это нормальные котячие пацаны, мы за них ручаемся. Кто выкупает эту локацию, тоже подходите. Сейчас январь наступил, холода. Нужно котячих 4-лапых, усатых братьев тоже подогревать. Сейчас вас познакомим с пацанами. Смотри, да, надо выйти и покискискать, и Ладно, они выходи, убегают. выходи, бегут, выходи. Привет! Привет! Котики, здрасте. Это, пацаны, в Киеве такие зимы бесснежные. Вы не удивляйтесь, нас смотрят с разных регионов. Вот такой в Киеве январь. Все, мы снега не нюхали. Трошечки понюхали пару дней и все. На, держи. Привет, коты. Сейчас эти начнут кушать, подключатся еще их братья. Смотри, как хватает. Голодные собачьи печенки. Смотри, как гасают. Энгельс Гасанович. Это котячий суп. Суп! На шкуру ему не насыпь. Собачьи уже сожрали. Смотрите, это они кушают педигрипал. Им что педигрипал, что вискас, никакой разницы нема. Объестся. Кушай, маленький, кушай. Смотри, как прыгает.
Ой, что? Смотри, что делает. О, повыходили, братцы! У-ху! Кис-кис-кис-кис. Сус! Едят. Котики, хорошие котики. Кушать. Ой! Короче, пацики, мы сюда частенько приезжаем, особенно зимой. Приезжаем, тут окупаемся зимой и котов подкармливаем. Здрасте. Тук-тук. Здравствуйте. Как поживаете? Потихоньку. Как коты ваши поживают? О, это прекрасно. Только что завтрак отдавал. А мы тоже принесли кушать. И по ним не видно, что они завтракали. Да куда? Это нельзя накормить. Только скрипну, сразу очередь выстраивается здесь. Ага. А я вон занимаюсь. А что, меньше котов вроде стало? Может, кто-то забрал, я не знаю. Нет, там должны где-то быть. Да было... Сколько максимум вы их насчитывали? 13. 13? Да. Ну я в прошлом году насчитывал, что 22. А я вот это 13 насчитывал. 13. Ну там 13 как раз сейчас и кушает. А сюда к вам они заходят? Коты? Да. Это нельзя выгнать. С хаты нельзя Я вам выгнать? говорю, он сюда в очередь выстраивается, начинает у 6 голосов. А вы не греетесь котами ночью? А? Не греетесь котами? Не. Ну можно котами обложиться и греться. Они в руки не даются. Одна только рыжая приходит. Да, кстати. Вот это. А они в руки даже погладить не даются. Да. Это такое, а я вот занимаюсь. Видишь, вокруг крутит. Добренько, мы полетели, бо нам дальше надо Удачи еще. вам, Мы будем ребят. в бункер. Все, с наступившим 22-м с годом, всего хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания. Да. Кушайте, мои котики, кушайте. Кушайте. Кушай, кушай. Кушай. Я промахиваюсь в кнопку. Как холодно. Все, пацаны, хорошо понемножку. Мы поехали дальше, бо скоро стемнеет и выйдут темные силы, а нам еще сегодня плыть, поэтому погнали. Жесть, боже. А мы котиков тут кормим. Молодці. Беріть собі котика. А у нас своих хватает. До побачення, котики! Ау-ау-ау-ау-ау! Ау-ау! Пацаны, у меня вообще мечта жизни — это построить частный дом где-то в лесу и завести 20 или 30 котов вот так вот во дворе тоже. И выходить вот так, ложиться на траву, и чтоб коты и так в котах лежать. Вот вообще, это кототерапия. Котов, короче, обожаю. Они так нервы успокаивают. Нормальные пацаны. Я теперь буду приезжать сюда регулярно котов подкармливать. Только я тебя умоляю, не вермишелью корми. Не, вермишель как раз они очень любят. Не, ну что-то хотячее. Нельзя кошачий корм им вбивать. Они часто если будут... Вермишель нельзя, давай. Если котикам вечно кормить, они подохнут. Надо что-то хорошее им приносить сюда. Сосиски, колбаску, рыбу, копченку, тюльку давать им. Пацаны, кто разбирается в кошачьих организмах и в собачьих, напишите, чем лучше всего кормить животных, чтобы поддерживать их здоровье и долголетие. Рыбой. Я, в принципе, из обычной семьи, из скромной, и у меня никогда не было никаких излишеств или каких-то, боже упаси, предметов роскоши. И я к таким вещам привыкаю потихонечку, постепенно, как все-таки мы родились в Советском Союзе, и мы еще застали этот дефицит в 90-х. И джинсы, когда мы донашивали за братьями, за сестрами, за старшими. Так сейчас надо мозг перестраивать в этом смысле. Так что, пацики, если что, то не бойтесь ставить себе большие амбициозные цели. Чем большего вы попросите у Вселенной, тем больше она даст. А в вселенной все есть. А Вселенная все слышит. И если человек скромненько такой, мне бы какой-то москвичек, боже, мне бы какой-то москвичек, он тот москвичек в лучшем случае как бы и получит. Каждый получает ровно столько, насколько рассчитывает. А если я президентом захочу быть, так что я получу президентство? Но эти все фантазии должны подкрепляться действиями, трудом. Дурень думкою богатея. Просто так сидеть и фантазировать, конечно же, это ничего не даст. Это все должно быть подкреплено делом. Слышишь, вот это советские дома слева. Вот это новое. Это современщина. Это нулевых дома. Пацки, ровно 1000 километров проехали. Заговорились, не заметил, хотел показать. Зацените, 1001 км. Галидор, килоник, контрактила, смесь кислоты. Сречитайте вам старая школа, уроки подрыва. Йодом пропитаны этажи и квартиры. Как в коле виллы, жажда укола. Что это такое? Пацаны, смотрите, свиньи гуляют.
Глянь, хряк. Хряче. Хряк гуляет, глянь. Хряк, иди сюда. Он может и напасть. Здравствуйте. А вы как это тут заблудились? Привет. Ух ты, какой большой. Заблудился маленький. Гуляешь тут в лесочке, да? Пацаны, вы видели дикие свиньи километр от Киева отъехали? Такие хряки 100-килограммовые ходят. Пацаны, кто... Подходи ближе. Пацаны, кто в свиньях разбирается? Они агрессивные, я не знаю, может она может напасть на человека. Какая шутка. А весело маленькому. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. На Васика на моего похож. Привет. Ой. Привет. Крюшки, привет. Вот. Этих будут свинок всех кушать. Це українське сало. Свинка. Свиночка хорошая. Ой, боюсь. Здрасте. Дима, я боюсь, Дима, я боюсь. Да он ничего не... Меня коза в детстве подняла на рога. Так у него рогов нема. Вот тут такая вот. Дима, смотри, клеится. Но. До свадьбы но. Вот так вот, ребята, ехали мы в бункер, а заехали мы вот на такую ферму. Хорошая свинка. Пацаны, в таких суровых условиях зарождается справжнее украинское сало. Вот мы оставили тачку включенную и ушли. И никто не может в нее сесть и уехать. А тут людей нету. Тут, да. Мы просто, видите, на эмоциях убежали, оставили просто машину включенную, с открытыми окнами, вон там айфоны наши лежат. Но единственное, что на ней никто не уедет, потому что у меня метки здесь в сумке. Здесь вообще сумасшедшая сигнализация. И, кстати, у меня же недавно было то, что я на шулявке тебе звонил. Я недавно не смог на машине уехать. Потому что я запутался в этой сигнализации, я сам в ней еще полностью не разобрался. У меня в одном из брелков села батарейка, и я в 11:30 на шулявке понял, что я нигде не куплю батарейку. Я поехал домой на метро, взял батарейку у себя дома и поехал на такси, короче, забрал машину. Тут, короче, ну, ебанутая сигналка, я еще до конца в ней не разобрался. Ну, типа, вроде бы все окей. Пацаны, мы прибыли на точку, это Киевское море, 10 километров от Киева буквально отъехали. Смотрите, какое тут волшебное место, пляж, заваленный полностью старинными деревьями. И нам нужно сегодня вон туда, посмотрите. На Киевском море поднялся шторм, а у нас сегодня только одно весло. У нас две лодки, одно весло. Эта половина лодки уже дырявая. Как-то будем плыть. Сань, садись в лодку, я тебя вытолкаю. Это полная жесть. Купи-купи. Это вам не купи-купи в коллекторе. Ебать, друзья, это, наверное, первый раз, что реально дела не будет. Подготовились искренне. Очень плохо. Без рюкзак. Это мы не успели даже отчалить от берега. В натуре, эта лодка после прошлой поездки с Биг Бро.
Иногда, друзья, бывает так, что лучше отложить экспедицию. Всегда. Мы не стесняемся того, что не всегда все в наших силах. Иногда бывают такие моменты, когда не уверен в своих руках и говоришь, я не буду делать. Кто как ни сказал бы, не смеялся, пофигу. Не буду и все, потому что это реально не стоит того. Сейчас море холодное, не дай бог сейчас утонем, но зачем это надо? Мы вернемся сюда в июле, в июне. Или по льду, кстати, можем прийти, когда замерзнет, на туре, кстати. Вот, и одолеем эту штуку. Сегодня не доплыли, потому что в море поднялся шторм. Какие-то волнения идут, волнения. Ну и не преодолели мы эту преграду, ну и ничего. Проехались, зафиксировались, покатались. Это раньше Киевское море, это были несколько деревень. Тут очень много деревень затопили, когда Киевское водохранилище сделали. И тут линия обороны Сталина была. Это много дотов в ряд было. Это северное направление как раз. Эти вот доты, линия укреплений. И это один из них. И тоже затонул. Видите, как перекривился. Водичкой подмыло его. Так что вот так, друзья, не стесняйтесь как бы делать ошибки. Это нормально для всех делать ошибки и промахиваться. Главное, не столько раз ты упал, а насколько раз больше ты поднялся. И двигаемся вперед. Сейчас поедем, что-то еще найдем интересное. То видите, свиней нашли в лесу. Сейчас, может, лося встретим или оленя. Или еще что-нибудь встретим интересное. Косулю. Да, бабулю. Сус Мольфар. Мольфар! 100-летний Мольфар, книжечка, да, вот то? Да. Вкусные сопли? Да нормально, но это ж свои. Ладно, пошли. Пацаны, сняли такое видео, чисто ознакомительное, поделиться с вами радостью. Знаю, что по-любому много людей будет завидовать, ну и ладно, бог с ними. Я говорю, но пусть завидуют. мы просто зачем это делаем? Ни в коем случае, я подчеркну, мы не хотим выделываться или кичиться какими-то достижениями, потому что это вот такусенькие крупиночки. Просто хотим поделиться радостью, может быть, кому-то это станет какой-то подсказкой или какой-то мотивацией. Самое важное, это не лаве, которая приходит и уходит, а эмоция и радость именно от процесса. Мы искренне счастливы находиться в этом процессе, делать, как бы выполнять эту работу, которую мы делаем. Это самая главная награда. Все как бы материальные вещи, они вторичны. И что касаемо этой машины, я прекрасно понимаю, что это всего лишь кусок железа, просто железка. И не надо ее возвышать или на какой-то пьедестал ставить. Да, классная, качественная, она приносит удовольствие, но ничего сверхъестественного в этом нет. Просто, ну, если что, не ставьте себе материальные цели, к которым люди, ну, там, могут идти годами, а потом они выкупают, что... Ну, Ну, есть машина, ну и что дальше? Ну и а шо? укручит этого, ты не стал человек. 3 дня радости, ну, детской реально какой-то есть, все, просто дальше там, просто уровень комфорта повышается, но это не главное абсолютно. Поэтому, ну, самое главное именно занятие свое найти. Вот я счастлив, что у нас есть такая движуха, что мы можем лазить, снимать это все, показывать людям. Ведь тоже, ну, типа, чтобы вылазки вам тоже сильно не приедались, на самом деле, так. Между всем этим прочим, как бы. Надо иногда и разбавить вылазки обычной жизнью. И чтобы все было хорошо, и все улыбались, и все занимались нужным делом. Если каждый человек был бы на этой планете на своем месте, и в своем, как бы, направлении, в нужном русле, было бы больше счастья на этой планете. Да. Чтобы не занимался каждый своей... Не нравится ему на кассе работать, но ему вынужденно на той кассе работать, бо ему деньги надо. Пацики, еще мы верим во всех, вот кто смотрит это видео, сомневается в себе, мы верим в тебя. Делай, пробуй, Тебя, старайся, у тебя. тебя получится. Потому что мы тоже, ну, начинали с нуля, с полнейшего, вот с такого, с низов самых поднимались. Так что, пацаны, если получилось у нас, то получится и у вас по-любому. Делайте, действуйте, и все у вас получится, и вместе мы победим. Еще у нас Полечка тут. А, еще, друзья, вы спрашиваете, с Полиной мы расстались, наши любовные отношения закончились, но мы остаемся друзьями, мы поддерживаем друг друга, дружим как бы семьями. Семьями, у нас семья большая. Поддерживаем наше товарищество, поэтому самое главное, оставайтесь вместе, и вместе мы сила. И подписывайтесь, у Полины, Полина активно YouTube свой ведет. Все, пацаки, всех с новым наступившим 2022. Йоу! Фу!